Ваня, в последнее время все чаще и чаще слышу слово «дополнительная защита», либо «защита в Польше». Что это за защита? Кто кого защищает? Давай разберемся, как это работает. Ты про это очень часто слышишь, потому что это одна из процедур, которая не требует выполнения каких-либо условий. Кроме одного. Одно самое главное, самое важное — твоей жизни должна угрожать какая-то опасность на территории собственного государства. Мгм. Все белорусы, все граждане Украины сейчас находятся в потенциальной зоне риска. В Беларуси репрессии, в Украине война, и как бы на этом основании можно претендовать на получение дополнительной защиты от польского государства. От вас не требуют, чтобы вы где-то жили, предоставили контракт, чтобы вы имели источник регулярного и постоянного дохода, Вау. Вот это вот. чтобы у вас было социальное страхование. Нет требований. Все, что нужно для того, чтобы получить ВНЖ на основании дополнительной защиты, это заполнить внесок, который, к слову, идет и на беженство, и на допзащиту один. То есть, по сути, процедура подразумевает, что тебя рассматривают сначала с точки зрения беженства, но если ты до беженства не дотягиваешь, тебе дают дополнительную защиту. Процедура самая простая. Нужен только паспорт, но еще вы должны уметь говорить. Как бы все. Больше ничего не требуется. Приходим в Страж Граничную, записываемся. Сейчас, кстати, процедура записи поменялась очередной раз. Это уже третья итерация, наверное, за все существование этой админ-процедуры. Но в целом запись стала уже хотя бы предсказуемой. А как это происходит? То есть куда ты приходишь? Страж Граничный? Страж Граничный на Табарова 33, То есть либо... физически в Варшаве приходишь в Страж Граничный, в их отдел? Да, и говоришь прямо на украинском или на белорусском языке, что хочу получить дополнительную защиту. Тебе говорят, вот иди сюда, вот здесь вот посиди, вот туда тебя вызовут, и все говорят на том языке, который ты понимаешь. Интересно, что они это, видишь, разделили. Там ты в Страж Граничный приходишь, а если карта побыта, то у жонтовцев-краевцев. Да, другой орган рассматривает данное заявление, это действительно Страж Граничная, она выносит решение. Окей. Соответственно, пришли, сдались, прошли абсолютно простое собеседование. Если вы не понимаете польского языка, то вам предоставят переводчика. Я бы рекомендовал, даже если вы знаете польский язык, использовать переводчика. Почему? Потому что существуют какие-то языковые барьеры, и вы можете просто неправильно выразить свою мысль, и задокументируют это так, как вы не говорили. И на основании этого вынесут негативное решение. Поэтому если как бы идете в эту процедуру, обязательно возьмите переводчика, пускай просто сидит рядом и подтверждает, что вы изъяснились правильно и с ваших слов записано правильно. Как правило, процедура сама по себе протекает около 6 месяцев. В этот период тебе дают бесплатно социальное страхование. Пользуйся врачами, какими хочешь. Плюс к этому тебе еще и дают денежное пособие. Тебе же нужно за что-то жить в Польше, правильно? Платят пособие тебе и членам твоей семьи соответственно, если они подаются вместе с тобой. А сколько? Какое пособие? 750 злотых на человека. Если есть дети, жена, то доплачивают еще по 250 за каждого. Окей. Ну, то есть такую минималку. Минималка, что-то капает. Как бы деньги лишними всегда не бывают. 100%. Но есть и ряд нюансов. Да? Да. То есть, первое, у тебя заберут паспорт. Тебе его не будет на весь период ведения административного процесса. Твой заграничный. Да. Я предвижу вопрос, да, многие украинцы имеют второй загранник. Да, а многие украинцы не имеют загранника сейчас. Вот тут интересно. Многие и не имеют. Но как бы Хорошо, все давай это сейчас решаемо. стандартную процедуру. То есть забирают паспорт. Что Забирают еще? паспорт. Ты подписываешь бумагу, на основании которой ты не имеешь права выезжать, пока идет административная процедура с территории Польши. То есть ты ограничен, ты остаешься все время в Польше. Из ограничений это все. Но для многих это играет решающий фактор. Окей. И тебе выдают пластик потом? Тебе выдают решение Да. примерно через полгода. На основании решения ты пишешь заявление на выдачу ВНЖ. ВНЖ выдается на 2 года. Также ничего не требуется. Окей. Требуется только положительное решение о том, что тебе присвоен статус дополнительной защиты на территории Польши. Да. И после этого ты претендуешь и получаешь ВНЖ. Но в отличие от классической стандартной процедуры, между решением и получением пластика нету 3-3,5, 5 месяцев, а есть всего лишь максимум 2-3 недели.
Отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересен бизнес в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал. А если вы реально настроены делать бизнес в Польше, то мы можем вам в этом помочь. Во-первых, в формате обучения у нас есть классный обучающий продукт по старту и ведению бизнеса в Польше. Во-вторых, консультацией. И в-третьих, услугами. Регистрация компании, ИП и налаживание бизнес-процессов. Внизу под видео вы найдете все ссылки и продолжаем смотреть выпуск. Если все так хорошо, то в чем нюанс? Какие риски есть, да, и кому это точно подходит, кому не подходит точно? Точно не подходит людям, которые периодически ездят в страну проживания. Да. Например, белорусы, которые там до сих пор катаются, Беларусь, Польша, не подойдет вариант. Ты все-таки просишь дополнительной защиты на основании того, что тебе угрожает опасность. Там, что а ты почему не что ты тогда ездишь туда-сюда? Да. Видимо, то есть тебе Страж Граничный сможет снять ее, если ты ему не понравится. Может аннулировать. Заберет. Окей, да. Кому еще не подходит? Не подходит гражданам, которые не хотят быть ограниченными на полгода в Польшу. Есть ряд предпринимателей, которые вынуждены постоянно перемещаться и без паспорта, ты сам понимаешь. Ну да. Но даже если можно паспорт обойти, но как бы ты подписываешь официальную бумагу, на основании которой ты не имеешь права покидать территорию Польши, пока идет административный процесс. Тебе об этом не только говорят, но ты еще документ дают в руки и говорят: прочитай, пожалуйста, соблюдай закон. Да. Плюс к этому, естественно, война в Украине, вот этот бедлам в Беларуси когда-то закончится. Все, кто получил доп. Защиту на основании того, что им угрожала опасность, ее там больше не будет. И всем гражданам могут сказать спасибо большое, до свидания. Кстати, такая штука была в Польше. Многие мигрировали из Польши в Канаду, когда здесь была революция, да, и многим полякам потом аннулировали в Канаде ВНЖ на основании полученной доп. Защиты, потому что здесь угрожала опасность, и всех отправили обратно. У меня даже есть пару знакомых, которые попали под эту процедуру, поляки. Взрослые, да, уже? Да, и они рассказывали прям, что ты знаешь, а оно же временное. Я говорю, да я-то знаю, объясните это остальным. Но смотри, звучит это все, если статус временной защиты и полученная ВНЖ на основе нее, ничем тебя не обременяет, да, потому что вот очень часто те клиенты, наши предприниматели, кому мы там открывали компании, ИП в Польше, мы им рассказывали про этот инструмент, и у них, знаешь, такая реакция была, типа, какая-то временная доп. Защита, ну, я ж не какой-то там слишком пострадавший, у меня там есть какой-то бюджет, мне вот не надо ваших защит временных, давайте вот мне как бы там легализацию стандартную, нормально. А звучит так, как будто это такая же процедура, ты все равно карту по быту ждешь полгода, что защиту ждать полгода, что карту по быту стандартную по ИП полгода. Доп. Защиту ты получишь быстрее, чем ВНЖ. Добрый вечер. Да. Доп. Защиту ты еще и быстрее получишь. В чем тогда, почему люди это не делают? В чем, типа, да потому минусы? Что, я же и сказал, да, война в Украине не бесконечная. И дебоши в Беларуси тоже не бесконечная. Когда-то это закончится. То есть, по сути, это единственный критерий? Да? То, что... Плюс к этому ограничение на выезд тоже накладывает Окей. отпечаток. Некоторые люди все-таки уехали не от хорошей жизни из Беларуси, да, или из Украины, и они хотят увидеть еще и бабушек, и дедушек и так далее. А с такими документами туда-сюда ты уже не поездишь. Окей. Просто в случае Украины у нас обычно дорога в одну сторону. Тот, кто выехал, он, в принципе, не собирается туда ездить. Даже если у него есть 3 детей, он все... Но все равно люди неохотно идут на эту процедуру, потому что непонятно, когда это закончится. Это опять-таки, это такое хорошее, уверенное, временное решение. Да. Резюме. Это хорошее временное решение, и оно не обременяет вас какими-то ограничениями. Или дополнительными требованиями. Или дополнительными требованиями. И выглядит так, что если вам не нужно ездить куда-то за границу, в Германию, либо возвращаться в вашу страну, вам комфортно эти 6 месяцев побыть в Польше, и для вас сейчас комфортно вот временно получить эти документы, то, пожалуйста, делайте, это хороший инструмент. Да, совершенно верно. Но тут тоже есть нюансы. Сейчас правительство Польши все чаще говорит о том, что доп. Защита стала выдаваться всем. Честно, из практики, я вообще не видел ни одного отказа в своей жизни.
Да. Вообще ни одного. Кто бы какие документы не подавал, с какими бы большими или маленькими пакетами документов не приходили в управление, Всем выдавали. выдавали всем. Сейчас идут разговоры о том, что первое, это надо ужесточить, и причем отвязаться от требований Евросоюза. Это евросоюзовские стандарты. И выдавать доп. Защиту действительно тем, кто в ней нуждается. А нуждается в доп. Защите кто? У кого документально подтверждено, что его преследуют, и его жизни угрожает опасность. Или кому реально бомба упала в Украине в дом, и у него там, допустим, женщина, у которой нет мужа, да, как поддержки, там двое детей и так далее. Ты про такие кейсы. Да, совершенно верно. Больше говорит о том, что документы, выданные на этом основании, в том числе могут быть аннулированы. Они тонко намекают на то, что, ребята, лавочка скоро закроется. Типа нам это не интересно, вот эти все фокусы, в том числе европейские. Они же понимают, что, получая такого рода документ, у тебя нет требований платить в казну. Налоги нет платить. Требований пополнять ее налогами там, или еще какими-то методами. Ты можешь жить легально, где хочешь, и плюс к этому у тебя действующий ВНЖ, ты можешь передвигаться по Евросоюзу в визовом режиме без всяких проблем. Я думаю, что человеку интересно было бы пообщаться с тобой, да, и чтобы вы разобрали все-таки его кейс, обсудили, нужно ему выезжать куда-то за границу, нет. Есть ли у него опции дешевые сейчас легализироваться? То есть реально есть те, кому это подходит, потому что все-таки, если реально у людей проблемы, то это классный по-прежнему способ, да, и легально здесь жить. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.